Это история о 8-часовом хардкорном событии в Майнкрафт. 150 игроков были заброшены в огромный мир, где могли объединяться в альянсы, строить мирные поселения, ну или заняться уничтожением того, что так дорого остальным. Попал на ивент не без труда. Необходимо было записать короткое видео на английском с ответами на вопросы. После одобрения установил необходимые моды и попал в лобби, где повстречал колоритных персонажей. Joke before the purge. Is that me on your shirt? 100%. Now in the morning I sleep alone. Наслаждаться компанией пришлось недолго. Меня перебросили в поле. В первые 4 часа гриферство запрещено, а сражаться было дозволено лишь в храмах с сокровищами. За это время игроки успели собраться в команды, отстроить базы и вооружиться. Заспавнился неподалеку от деревушки, куда сбегались все в округе. Hello. Hello. G'day, people. Пока бежал, не встретил ни одной съедобной сущности. К счастью, в поселении удалось выкрасть 1 сток сена и получить приглашение в команду. This till the end. You guys can't see it, but I'm crossing my fingers. Вместе отправились в шахту, чтобы добыть нормальные инструменты и броню. Вау. К превеликому счастью, нашел даже 2 алмаза. Железный нагрудник имеется. Пойдет. Тиммейтам повезло больше. Хвастался алмазными поножами. И предлагал добыть обсидиан, чтобы отправиться в ад. Небольшое пространство с включенным ПВП. Оттуда выберется далеко не каждый. Вчетвером выдвинулись из деревни, в надежде найти хоть что-нибудь. Поля пустые. Голодание не позволяло бежать. Плелся как мертвец, слабое звено. Сказал, что подожду на поверхности и добуду съедобных ламинарий, в то время как они будут искать обсидиан. Как вдруг открылась первая локация. Раз в час на карте открывалась одна из 5 затерянных сокровищниц с опасными монстрами и включенным ПВП. Только здесь можно было достать зачарование для улучшения брони и инструментов. Ну или приобрести в центре мира за души игроков. Набив живот, осознал, что команда пропала. Остался в полном одиночестве в пустыне. Хотел было догнать тиммейтов. Что это там такое? Но оазис с огромной фермой выглядел куда заманчивей. Похоже, ферма, на которую набросился словно дикарь, принадлежала им. Неловко. Поспешил удалиться, чтобы связаться с напарниками. Чтоб меня выгнали? Да ну нафиг, меня выгнали, кажись. Ладно, уверен, мы еще встретимся. Пускай копают свой обсидиан для портала, который нельзя сделать. Ни хрена себе. Существует лишь один единственный, который совсем скоро откроется. Я пойду к ним тогда вступать. Поведала о случившемся о Висле. Oh, damn, that's so rude. Попросила дождаться остальных участников, чтобы коллективно рассмотреть мой запрос. Во время ожидания столкнулся с крайне интересным персонажем. Оу, хай. Вели приятную беседу до возвращения владельцев. Поздоровавшись, сразу попросились в команду. I have the rose bush of peace. I have 2 flowers too for you. Damn, bro. Подружился с 4 игроками за секунду. Уничтожили ферму и забрали все ресурсы. Отправились в путешествие, познакомиться с другими участниками и найти идеальное место для базы. Спустя пару минут наткнулись на огромный тоннель. 43-й команде удалось украсть жителя. Правда, что с ним делать и куда его вести, остается загадкой. Еще через пару минут наткнулись на фермеров, подобных нам. Подожгли им жопу и направились в торговую точку со включенным ПВП, откуда выбегал избитый игрок. Так вот откуда они украли жителя. Освободив всех бедолаг, не желающих торговаться, отправились дальше. В мире было 2 типа команд – охотники и строители. Первые носились по миру, добывая лучшую экипировку всеми возможными способами. Там правил тоталитаризм, жестокость и спартанские обычаи. Вторые наслаждались жизнью, находили новых друзей, исследовали мир, создавали места для качественного отдыха на своих шикарных базах. У них не было в планах причинять кому-либо вред. Спустя 20 минут нашли гору возле пустыни и небольшой фермы. Так тому и быть, обоснуемся здесь. Обустроившись, обнаружили, что поляна заинтересовала не только нас. I see people. Yes, it's my previous team, I think. What? Wait, no way. Hey, Hello. So, do you remember me? I do, yeah. Hear me out. It wasn't my decision. I didn't choose it, okay? Let's clear the air and let's start over, okay? I'll think about it.
Oh god, that's gonna be awkward. Драма драмы, но без алмазной брони буду как овца среди волков. Спустя 10 минут узкое пространство начало сводить с ума. Копаю, алмазы, копаю. В то время как на поверхности велась великая стройка. О, где алмазы? Блять. Боже, здесь так грустно, так одиноко. Где я сейчас нахожусь? За час так и не нашел ни единого алмаза. Утомленный и сломленный пошел домой. За время отсутствия база преобразилась до неузнаваемости. Ферма, милый домик, ракета, склад. У каждого в команде появилась цель, а Висту хотела построить лучшую базу на свете. Нас с Ассасином притягивали приключения. Ну а Этернал желал искупаться в крови и победить. Незер открылся. Лучшую базу на свете надо охранять, а выпускать кровь противникам приятнее одним из 4 легендарных орудий, которое будет мощнее любого меча. Поэтому мы отправились за Незеритом для улучшения брони и другими ингредиентами в ад. Good luck. Абицу осталось достраивать базу, а мы выдвинулись в путь. Портал «Разбитое царство». Дом воина. Разрушение. Его судьба здесь. Я чувствую это. Гигантский портал, вставший пред взором, навевал страх. За пару минут у входа собралась огромная толпа. Этернал, как настоящий дипломат, заключил договор о перемирии сразу с 3 командами. Заверял, что зайти в портал одновременно – отличная идея. Я, игравший на 2B2T, знал, чем все это закончится. 24-я команда воздержалась от проникновения в ад. У них были другие планы. В первые же минуты пришло осознание бесперспективности и опасности выбранного пути. Прогуливаться с железной броней в аду все равно, что носить огромную мишень. Но я не хотел подводить команду. В ад вошли сразу 2 команды. They're sneaking, there's kids sneaked. Oh, Quiet, what's up, guys? quiet. Yeah, there he is. Капитан строил обходной путь. В 10 метрах произошло убийство. Мне так страшно. Either I die in here, or I leave with something. A single piece of nether wart. Капитан и ассасин куда-то испарились. Взяв все мужество в кулак, согласился помочь Этерналу. Каждый шорох наводил страх. А зачарованный алмазник, мелькнувший на горизонте, так и вовсе заставил броситься в бегство. Следуя по горячим следам других команд, наткнулись на разграбленную деревню. Не найдя ничего ценного, двинулись дальше. That was close. It isn't good. Oh, whoa, wait, they're full team, we need to go. I think they're planning to attack us. Let's go somewhere, we need to hide. Даже не догадывались, что это был навернувшийся с моста посыльный. Oh, we need to go home. Has anyone ever told you that you're paranoid? Пробежав через весь ад, наконец-то нашли крепость с ифритами. Наконец-то наша цель выполнена. Можно идти домой. 5 игроков, снующихся неподалеку, думали иначе. Однако бежать было некуда. Наткнулись на границу мира. Предложил раскопать обходной туннель длиной в 300 блоков. В этот момент Этернал решил взять всю инициативу в свои руки. Отправился на встречу с 10 не пойми откуда взявшимися игроками. Hey, Hello, man. guys. Oh, by the way, Nick, YT's in like full and shit. Really? Сплетничали об игроках, пока я отчаянно пытался придумать план отхода. So I figured we all don't want to die today, and we would prefer to die tomorrow. So I never saw you guys because I'm legally blind. Okay. На удивление, магические речи Этернала сработали. Отправились было прочь. Are there even more Let's head out, people let's in head here? Как вдруг получил удар в спину. Let's head out, let's head out. No, fetch, don't fetch. Fetch, just keep More going. people over here. Fetch, don't. Yeah, Fetch, don't. Fetch, let's just go. Everyone is Fetch, surviving, no one's go, killing we each have other. everything. Let's just go. Because we all. That's fine. Just... 5 человек набросились на меня, словно дикари. Oh my god, the only reason why they don't want us to kill us is because they want all the good loot. It's kind of obvious. Go fetch, go fetch. Yep, I got it. Wait, don't jump in here with me, don't jump in here. Oh, I'm dead, I'm gonna die.
Wait, kill him, just You're kill not, him. you're not. О май гад, да ну нахер. Да ну нахер. Здесь только одна жизнь. Моя история на этом завершилась. Но приключения команды продолжились. Ассасина уничтожили охотники, и Тернала забили сразу после меня. Только лидеру удалось выбраться и вернуться к Авислу, которая все это время работала над базой. Админ был ею восхищен. This is very sick. I like this. И вот на 5-м часу все правила были стерты. Началась судная ночь, и на моих тиммейтов вышел мой же убийца. Им чудом удалось скрыться в лесу и объединиться с другими бедолагами. 1,5 часа Авислу пряталась под башней, вооружившись ловушками, пока другие отправились в поход за алмазами. Дожидалась шахтеров, чтобы отправиться в последний путь. Тем временем команда моего убийцы безжалостно уничтожала всех на своем пути. Они одержали победу в схватке с сильнейшими игроками, имевшими легендарное оружие. Ну, хотя бы я не умер от рук какого-то бездаря. Если хочешь однажды поучаствовать в подобном ивенте, подпишись на канал и присоединяйся к нам в Discord. Здесь без труда найдешь друзей, ведь с напарниками всегда веселей. Еще можешь поднять настроение отборной, постоянно пополняемой коллекцией мемасиков. А если наблюдаешь у себя порывы к творчеству, тогда делись своими работами и получи признание. Ну и не стесняйся общаться в чатах, там обитает много интересных личностей.